Глухая ночь в холодных водах Северной Атлантики. Американский оператор системы SOSUS вглядывается в экран гидроакустического комплекса, не веря собственным глазам. Из бездны океана нарастает тяжелый, скрежещущий гул работающего реактора. Приборы фиксируют контакт, который движется с совершенно немыслимой скоростью — 41 узел. Это значительно быстрее любой боевой торпеды того времени. Внезапно объект делает резкий маневр и совершает разворот за считанные секунды, описывая траекторию, которая по всем законам гидродинамики должна была разорвать любую подводную лодку на куски. Офицер замирает в холодном поту. Что это? Тотальная поломка дорогостоящих американских датчиков или непостижимый предел человеческой физики, который кто-то уже воплотил в «Титане»? Начало 1960-х годов XX века. Холодная война стремительно опускается на дно Мирового океана, превращая мрачные ледяные глубины в главную шахматную доску глобального ядерного противостояния. Американские стратегические ракетоносцы типа «Джордж Вашингтон», вооруженные баллистическими ракетами «Поларис», начинают скрытное патрулирование в Северной Атлантике и Арктике. Для советского военно-морского флота это означало появление принципиально новой, экзистенциальной угрозы. Традиционные методы поиска и уничтожения подводных лодок противника стремительно теряли свою актуальность. Классические советские дизель-электрические и даже первые атомные субмарины оказались слишком медлительными, слишком шумными и неповоротливыми, чтобы эффективно преследовать американские подводные крейсера. Возникла острая парализующая необходимость в принципиально новом оружии. Оружии, которого еще не существовало в природе. Требовался не просто очередной подводный корабль, а машина, способная полностью переписать правила глубоководной войны. Именно в этой атмосфере нарастающей паранойи и гонки вооружений в закрытых кабинетах Ленинградского Центрального конструкторского бюро номер 16, которое впоследствии получит легендарное имя «Малахит», начала зарождаться концепция, выходившая за грань здравого смысла. Это была эпоха настоящих инженерных титанов, время, когда советские конструкторы буквально играли в Бога, бросая вызов фундаментальным законам физики, сопротивлению материалов и гидродинамики. Перед специалистами бюро, и в частности перед генеральным конструктором Анатолием Петровым, была поставлена задача, которая на первый взгляд казалась техническим безумием. Высшее партийное и военное руководство страны требовало создать подводный истребитель-перехватчик. Вдумайтесь в саму формулировку. Не тяжелый многоцелевой крейсер, не скрытный разведчик, способный месяцами лежать на грунте, а именно боевую единицу для перехвата. Это означало прямой перенос тактики воздушного боя в плотную, вязкую и непроглядную толщу океанской воды. Техническое задание на проектирование объекта 705 «Лира» звучало как сценарий научно-фантастического романа, написанного человеком, который совершенно не разбирается в законах кораблестроения. Новая подводная лодка должна была обладать водоизмещением всего около 1500 тонн. Для сравнения, обычные атомные субмарины того времени весили в 4 или 5 раз больше. При таких микроскопических, почти лабораторных габаритах этот стальной хищник должен был развивать под водой совершенно фантастическую скорость, свыше 40 узлов. 40 узлов в плотной водной среде — это не просто быстро. Это скорость, при которой вода вокруг корпуса начинает закипать, образуя кавитационные каверны, а гидродинамическое сопротивление возрастает в геометрической прогрессии, угрожая смять обшивку. Это была скорость, превосходящая скоростные характеристики большинства противолодочных торпед Североатлантического альянса. Лодка должна была уходить от выпущенной в нее торпеды просто за счет чистой кинетической энергии и грубого ускорения. В закрытых лабораториях ЦК Б-16, в густом сизом дыму, склонившись над бесконечными ватманами и логарифмическими линейками, инженеры проектировали машину, которая должна была нарушить законы природы. Анатолий Петров и его ведущие специалисты понимали, что они выступают в роли творцов совершенно нового вида, состоящего не из плоти и крови, а из сверхпрочных сплавов и ядерного распада. В их расчетах не было места гуманизму или комфорту. Была только чистая, концентрированная функция. Психологический барьер, который им пришлось преодолеть, был колоссальным. Они разрабатывали корабль, внутри которого экипаж будет ощущать себя словно внутри артиллерийского снаряда, выстреленного сквозь толщу соленой воды. Огромные гидродинамические нагрузки при маневрировании на скорости в 41 узел должны были создавать перегрузки, немыслимые для обычных подводников.
Лодка должна была крениться в поворотах так, что людям пришлось бы физически держаться за поручни, чтобы не упасть, словно в кабине истребителя, закладывающего крутой вираж. Концепция подводного истребителя подразумевала, что корабль большую часть времени находится на базе в состоянии максимальной боевой готовности. Получив целеуказание, он должен был молниеносно отшвартоваться, выйти в заданный квадрат океана, на максимальной скорости настигнуть вражескую субмарину, произвести торпедный залп и также стремительно вернуться на базу, пока противник не успел организовать оборону. Никаких долгих, изнурительных месяцев патрулирования, только хирургически точный, клинически выверенный удар и мгновенный отход. Для обеспечения такой невероятной маневренности требовалось полностью пересмотреть всю внутреннюю архитектуру корабля. В кабинетах Малахита чертежные доски были завалены эскизами, которые отбрасывались один за другим. Стандартные водоводяные ядерные реакторы не подходили, так как они были слишком огромными, тяжелыми и обладали слишком большой инерционностью, чтобы обеспечить мгновенный сброс колоссальной тепловой энергии на турбины. Инженерам пришлось шагнуть в абсолютную техническую пустоту. Проект Лира с самого первого дня создавался вне всяких ГОСТов и устоявшихся нормативов. Чтобы достичь заданных характеристик, конструкторам пришлось внедрить около 40 принципиально новых, нигде ранее не применявшихся систем. Это был гигантский скачок в неизвестность. Петров понимал, чтобы построить истребитель, нужно избавиться от всего лишнего. Внутреннее пространство лодки было сжато до клаустрофобических размеров. Каждый кубический сантиметр объема был на вес золота. Это требовало тотального переосмысления эргономики. Классическое освещение, привычные циферблаты, тяжелые механические вентили — все это уходило в прошлое. На смену им должны были прийти минималистичные пульты управления, светящиеся экраны телеметрии и холодный искусственный свет, отражающийся от матового пластика и стальных панелей. Внутреннее пространство Лиры задумывалось как стерильная, клинически чистая капсула выживания, где каждый элемент интерьера подчинен одной единственной цели — обеспечить немедленную реакцию на угрозу. Этот высококонтрастный, пугающий минимализм станет визитной карточкой проекта. Экипаж должен был стать не просто командой матросов, а операторами сложнейшего вычислительного комплекса. Проект 705 требовал создать машину, которая реагировала бы на команды быстрее, чем человек успевал их осмыслить. В то время как на обычных субмаринах служило по 120 человек, штатное расписание Лиры было сокращено до немыслимых 31 офицера. Ни одного матроса срочной службы. Только элита. Инженеры с высшим образованием, способные мгновенно анализировать поступающую на мониторы телеметрию в ситуациях, когда счет идет на доли секунды. Советская школа кораблестроения в те годы не просто догоняла Запад, она двигалась по совершенно иному, аномальному пути эволюции. Пока американские конструкторы делали ставку на скрытность, бесшумность и комфорт экипажа, в Ленинграде рождался проект идеального подводного убийцы, лишенного всяких эмоций и компромиссов. Это был вызов самой природе глубоководных операций, попытка подчинить себе стихию с помощью грубой силы атомного распада. Создание Лиры стало возможным только благодаря тому, что руководство страны дало инженерам карт-бланш на любые, даже самые фантастические эксперименты. Сложность производства не имела значения. Имел значение только один параметр — способность гарантированно перехватить цель до того, как она успеет выпустить ракеты по советским городам. Когда концепция была представлена высшему командованию, в зале заседаний повисла тяжелая тишина. Адмиралы смотрели на чертежи небольшого, обтекаемого, похожего на застывшую каплю ртути корабля и пытались осознать масштаб предложенной революции. Истребитель, способный догнать любую существующую цель и скрыться до того, как акустики противника поймут, что именно их уничтожило. Это была не просто новая техника, это было оружие устрашения, созданное для того, чтобы парализовать волю врага. И именно эта дерзость позволила проекту 705 получить путевку в жизнь. Утвердив безумное техническое задание, инженеры Малахита фактически подписали себе приговор на долгие годы изнурительного, непрерывного труда. На бумаге этот стальной хищник выглядел идеальным инструментом морского господства. Но перенос чертежей в суровую реальность стапелей требовал преодоления барьеров, которые наука того времени считала непреодолимыми.
Предстояло решить фундаментальную проблему энергии и создать принципиально новый тип силовой установки. Советская школа кораблестроения создавала вещи, которые до сих пор не могут понять инженеры НАТО. Подпишитесь, чтобы заглянуть в секретные архивы КБ «Малахит». Чтобы разогнать подводную лодку с титановым корпусом до невероятной скорости свыше 40 узлов, Конструкторам требовался абсолютно уникальный, компактный и невероятно мощный источник энергии. Классические водоводяные ядерные реакторы, которые в то время устанавливались на все без исключения советские и американские атомные субмарины, категорически не подходили для проекта 705 Лира. Традиционная схема подразумевала использование воды под колоссальным давлением в первом контуре, что неизбежно требовало огромных тяжелых стальных трубопроводов, массивных компенсаторов объема и гигантских парогенераторов. Вся эта монструозная конструкция просто физически не могла поместиться в изящный, зажатый в жесткие габариты корпус подводного истребителя. Водоводяной реактор был слишком тяжелым, слишком громоздким и обладал слишком большой тепловой инерцией, чтобы обеспечить тот самый мгновенный, взрывной разгон, которого требовало безумное техническое задание. нужен был принципиально иной подход к извлечению и передаче энергии распада атомного ядра. Решение, предложенное советскими физиками под руководством академика Александра Лейпунского, поражало своей инженерной дерзостью и элегантностью. Ученые предложили использовать в качестве теплоносителя первого контура не воду, а расплавленный жидкий металл. Конкретно выбор пал на эвтектический сплав свинца и висмута. С точки зрения сухой хардкорной физики это был абсолютный шедевр. Сердцем Лиры стала реакторная установка БМ-40А, работающая на быстрых нейтронах. Жидкий металл обладает феноменальной теплопроводностью и теплоемкостью, что позволяет отводить колоссальное количество энергии от активной зоны реактора при минимальных объемах самого теплоносителя. Но самое главное заключалось в другом. Температура кипения свинцово-висмутового сплава составляет около 1670 градусов по шкале Цельсия. Это означало, что первый контур реактора мог работать при атмосферном давлении. Больше не нужны были сверхтолстые трубы, способные выдержать сотни атмосфер. Больше не было риска теплового взрыва при разрыве трубопровода, когда вода мгновенно превращается в пар. В реакторе БМ-40А расплавленный металл циркулировал вокруг топливных сборок, нагреваясь до 400 градусов, а затем поступал в парогенератор, где отдавал свое тепло воде второго контура, превращая ее в перегретый пар для турбин. Вся эта невероятная по своей мощи энергетическая установка получилась настолько компактной, что ее удалось разместить в реакторном отсеке, размер которого был сопоставим с небольшой жилой комнатой. Удельная мощность, снимаемая с 1 литра активной зоны, превосходила все мыслимые пределы того времени. Отсутствие огромных парогенераторов и громоздкой биологической защиты позволило сэкономить сотни тонн веса. Именно благодаря жидкометаллическому реактору подводная лодка могла буквально за секунды набирать скорость с 0 до 41 узла, превращаясь из затаившейся тени в несущийся под водой локомотив. Энергетическая установка реагировала на команды управления практически мгновенно, позволяя Лире совершать те самые невозможные маневры уклонения, которые сводили с ума акустиков Североатлантического альянса. Но за любое прикосновение к божественному огню человечеству всегда приходится платить страшную цену, и физика не терпит компромиссов. То, что делало реактор на жидком металле гениальным на бумаге, превратило его эксплуатацию в кромешный, непрекращающийся ад для экипажей и баз технического обслуживания. Главным и самым беспощадным проклятием установки БМ-40А стала температура плавления свинцово-висмутового сплава. Она составляла 125 градусов по шкале Цельсия. Это означало, что при температуре ниже 125 градусов теплоноситель, обеспечивающий жизнь всей подводной лодки, мгновенно превращался в твердый металл. Если классический водоводяной реактор после возвращения на базу можно было заглушить, остудить и оставить в покое, то реактор Лиры выключить было физически невозможно. Он должен был работать всегда. Как только цепная реакция останавливалась и температура в первом контуре начинала падать, над лодкой нависала смертельная угроза образования так называемого «козла». Свинец и висмут начинали кристаллизоваться и стремительно затвердевать, превращаясь в ледяной неподъемный монолит прямо внутри тончайших трубок, насосов и клапанов реактора. При затвердевании сплав менял свой объем, беспощадно разрывая сварные швы и сминая внутренние конструкции.
Если реактор застывал, восстановить его было уже невозможно. Корабль ценой в миллионы рублей, венец советской инженерной мысли, мгновенно превращался в кусок радиоактивного металлолома, годного лишь для длительной и опасной утилизации. Чтобы не допустить этой катастрофы, теплоноситель нужно было постоянно греть. Всегда, каждую секунду, днем и ночью, в море и у пирса. Когда подводная лодка возвращалась в базу «Западные лица» после боевого похода, ее мучения только начинались. Реактор переводили в режим минимально контролируемой мощности, чтобы он поддерживал температуру сплава за счет собственной энергии распада. Но это сжигало драгоценный ресурс ядерного топлива. Альтернативой было подключение корабля к береговым системам жизнеобеспечения, которые должны были подавать перегретый пар с пирса прямо в лодку, чтобы внешним теплом не давать жидкому металлу застыть. Это требовало создания уникальной, сложнейшей и невероятно дорогой береговой инфраструктуры, которой на северном побережье Советского Союза катастрофически не хватало. В случае аварийного отключения электричества или подачи пара на базе, у экипажа оставались считанные часы, а иногда и минуты, чтобы запустить автономные системы разогрева или снова вывести реактор на мощность, спасая корабль от неминуемой смерти. Жизнь экипажа и обслуживающего персонала превратилась в бесконечную борьбу за поддержание температуры. Было и еще одно скрытое, невидимое глазу проклятие, о котором предпочитали говорить только шепотом в закрытых лабораториях. Под воздействием жесточайшего нейтронного облучения висмут в теплоносителе непрерывно превращался в полоний-210. Это был крайне агрессивный, смертельно опасный альфа-активный изотоп. Любая микроскопическая протечка первого контура, любая разгерметизация приводила к тому, что в отсек попадал радиоактивный полоний. В отличие от гамма-излучения, от которого защищал свинцовый экран, альфа-частицы полония попадали в организм человека через дыхательные пути, вызывая необратимые лучевые поражения. Это требовало от экипажа соблюдения жесточайших, почти космических стандартов радиационной гигиены. Ремонтные работы в реакторном отсеке превращались в смертельный риск, требующий использования изолирующих скафандров и сложнейших систем дезактивации. Гениальная задумка конструкторов столкнулась с суровой реальностью эксплуатации. Сердце Лиры билось в ритме экстремальной физики. С одной стороны, жидкий металл давал подводной лодке крылья, превращая ее в недосягаемого для торпед хищника, способного разорвать любую дистанцию и уйти от погони на 40 узлах. С другой стороны, этот же самый металл держал корабль и его создателей в постоянном изматывающем напряжении, угрожая в любой момент превратиться в холодный, застывший свинцовый гроб. Это было технологическое чудо, требующее непрерывных жертвоприношений в виде колоссальных материальных ресурсов, человеческих нервов и титанических усилий береговых служб. Проект 705 показал всему миру, что советские инженеры способны заглянуть за горизонт возможного, но также он обнажил страшную правду о том, что технологии будущего могут оказаться слишком жестокими для настоящего времени. Жидкометаллический реактор дал подводной лодке Лира невероятное пульсирующее сердце, способное перекачивать колоссальную энергию. Но для того, чтобы воплотить эту энергию в реальную разрушительную скорость, кораблю требовалось совершенно особенное тело. Если бы конструкторы Ленинградского конструкторского бюро попытались упаковать эту сверхмощную энергетическую установку в традиционный стальной корпус, проект был бы обречен на неминуемый провал еще на этапе ранних эскизов. Обычная корабельная сталь, даже самых совершенных, высокопрочных легированных марок того времени, была слишком тяжелой. При заданном жестком техническом требовании удержать общее водоизмещение субмарины в пределах 1500 тонн, массивный стальной корпус просто пошел бы ко дну под собственной тяжестью. Он не оставил бы никакого запаса плавучести для размещения сложнейшего вычислительного оборудования, систем жизнеобеспечения и мощного торпедного вооружения. Более того, на скорости свыше 40 узлов плотная морская водная среда превращается в подобие непробиваемой бетонной стены. Гидродинамические нагрузки, жесточайшие вибрации и беспощадные кавитационные удары на таких запредельных режимах хода настолько чудовищны, что стандартный стальной каркас неизбежно начал бы деформироваться, а сварные швы не выдержали бы переменного напряжения и лопнули. Возникла критическая, непреодолимая обычными методами потребность в материале, который сочетал бы в себе легкость алюминия и несокрушимую прочность лучшей танковой брони.
Ответ лежал далеко за пределами традиционного кораблестроения, в закрытой области высоких аэрокосмических технологий. Выбор советских инженеров пал на титан. В 60-е годы XX века этот капризный металл считался абсолютной экзотикой, невероятно дорогим и сложным в обработке материалом, который применялся исключительно точечно при создании сверхзвуковых высотных самолетов-перехватчиков и первых космических аппаратов. Сама идея построить из титана не просто отдельную деталь, а целую подводную лодку, включая гигантский прочный корпус, казалась западным военным аналитикам и экспертам абсолютной экономической и технологической утопией. Соединенные Штаты Америки, обладая на тот момент колоссальной промышленной мощью, даже не рассматривали возможность серийного строительства титановых субмарин из-за запредельной стоимости производства и банального дефицита самого сырья на мировом рынке. Но для советского военно-промышленного комплекса не существовало слова «невозможно», когда на кону стояло достижение абсолютного стратегического превосходства в глубинах Мирового океана. Использование специально разработанного титанового сплава решало сразу несколько фундаментальных проблем проекта 705. Во-первых, при равной со сталью механической прочности титан весил почти вдвое меньше. Это позволило кардинально снизить общую массу корпуса и добиться того самого немыслимого соотношения мощности атомного реактора к весу корабля, которое и превратило Лиру в настоящий подводный истребитель. Во-вторых, титановая оболочка обеспечивала подводной лодке колоссальную, недосягаемую для многих рабочую глубину погружения. Лира могла уверенно и безопасно опускаться на глубину до 400 метров, а ее предельная расчетная глубина погружения уходила далеко за эти значения, в мрачную пучину, куда не проникает даже малейший луч света. На такой огромной глубине колоссальное давление воды составляет более 40 атмосфер, стремясь со всех сторон раздавить корпус, словно хрупкую яичную скорлупу. Но сверхпрочный титановый сплав с легкостью выдерживал этот смертельный гидростатический прессинг, позволяя субмарине скрываться в таких глубоких слоях океана, куда физически не могли достать многие противолодочные торпеды Североатлантического альянса того времени. Лодка могла стремительно менять эшелон глубины, буквально падая в бездну для уклонения от атаки, или взмывая к поверхности под крутым углом, совершенно не опасаясь фатального разрушения своей силовой конструкции от перепада давления. Но было и третье, совершенно уникальное и поначалу неочевидное свойство титана, которое впоследствии превращало Лиру в настоящий ночной кошмар для всей противолодочной авиации вероятного противника. В отличие от углеродистой стали, титан абсолютно не магнитен. Огромные стальные атомные ракетоносцы во время своего движения сквозь толщу соленой воды неизбежно искажают естественное магнитное поле Земли. Это магнитное искажение, словно гигантскую невидимую тень, тянущуюся за кораблем, с легкостью фиксировали чувствительные магнитометры, установленные на американских базовых патрульных самолетах Lockheed P-3 Orion и британских разведчиках Nimrod. Стоило такой крылатой машине пролететь низко над поверхностью океана, как ее приборы немедленно обнаруживали глубоко под водой движущуюся многотонную стальную массу. Лира же, будучи полностью титановой, была абсолютно магнитно-прозрачной. Она безмолвно скользила сквозь магнитные линии нашей планеты, не оставляя после себя никаких возмущающих следов в эфире. Для магнитных детекторов натовской авиации эта подводная лодка просто не существовала, оставаясь невидимым глубоководным призраком вплоть до того самого момента, пока не становилось слишком поздно реагировать на ее торпедный залп. Однако за эти фантастические, почти инопланетные характеристики советской тяжелой промышленности пришлось заплатить невероятную, беспрецедентную цену. Обработка и сварка толстого титана оказались настоящим технологическим адом для инженеров и рабочих. Дело в том, что при нагревании до высоких температур плавления, которые необходимы для создания прочного сварного шва, горячий титан начинает невероятно жадно, как губка, поглощать кислород, азот и водород из окружающего атмосферного воздуха. В результате такой химической реакции металл мгновенно теряет свою природную пластичность, становится хрупким, словно стекло, и начинает безжалостно крошиться при малейшей механической нагрузке. Сваривать титановые листы толщиной в десятки миллиметров обычными методами на открытом воздухе было категорически нельзя. Советским инженерам на верфях Севмаша в закрытом городе Северодвинске пришлось с нуля создавать целую новую отрасль промышленности. Чтобы полностью изолировать расплавленный металл от губительного воздействия воздуха,
Сварку необходимо было проводить в среде абсолютно чистого инертного газа — аргона. Для строительства подводных лодок проекта 705 были специально возведены колоссальные, полностью герметичные сборочные цеха. Из этих огромных помещений мощными насосами полностью откачивали обычный, пригодный для дыхания воздух и закачивали туда тяжелый аргон. Люди физически не могут дышать в такой искусственной среде, поэтому советские рабочие сварщики трудились в специальных громоздких и тяжелых скафандрах, которые очень напоминали космические костюмы первых космонавтов с полностью автономной системой подачи кислорода по длинным гофрированным шлангам. Эта работа была поистине каторжной, изнурительной и невероятно опасной. Малейшая ошибка мастера, малейший случайный надрыв шланга жизнеобеспечения или даже незначительное нарушение герметичности защитной маски могли привести к мгновенной и трагической гибели человека от удушья прямо на рабочем месте. Качество каждого миллиметра готового сварочного шва тщательно проверялось мощными рентгеновскими аппаратами и ультразвуковыми дефектоскопами. Если в структуре шва обнаруживалась хоть одна микроскопическая пора, трещина или малейшее включение атмосферного азота, огромный участок титанового корпуса безжалостно вырезался автогеном, и вся адская работа начиналась заново. Финансовая стоимость создания одного такого титанового корпуса превышала все мыслимые государственные бюджеты. Каждая такая лодка, буквально по весу затраченного золота, обходилась советской казне значительно дороже, чем если бы ее целиком отлили из самых ценных драгоценных металлов. Вдобавок к уникальным свойствам самого металла, архитектура лиры воплощала в себе классическую советскую двухкорпусную схему, но доведенную до абсолютного конструкторского идеала. Внутри прочного титанового цилиндра, где располагался экипаж и реактор, скрывалась вся жизнь, а снаружи его облегал легкий гидродинамический корпус, придающий лодке ту самую неповторимую форму стремительной капли. Пространство между этими двумя оболочками было заполнено водой, что создавало дополнительный буфер против акустических ударов. Но чтобы сделать лодку не только невидимой для магнитных детекторов, но и максимально тихой на малых ходах, весь наружный титановый панцирь был ювелирно оклеен специальным толстым слоем резиноподобного звукопоглощающего покрытия. Приклеить этот массивный акустический каучук к гладкому титану, так, чтобы его не сорвало чудовищным потоком встречной воды на скорости 41 узел, стало еще одной грандиозной инженерной задачей, потребовавшей изобретения совершенно новых, сверхпрочных полимерных клеев. Вся эта невероятная многослойная конструкция превращала субмарину в совершенный инструмент глубоководного доминирования, равного которому не было ни в одном флоте мира. Но финальный результат этих титанических запредельных усилий десятков тысяч людей поражал всякое воображение. Архитектура лиры была абсолютно аномальной, неземной для своего времени. Взглянув на нее в сухом доке, можно было искренне подумать, что перед тобой находится не грозный военный корабль, а гладкий, лишенный малейших изъянов и шероховатостей объект явно внеземного происхождения. Конструкторы педантично свели к абсолютному минимуму все выступающие части на корпусе. Рубка подводной лодки не возвышалась над палубой, как типичная угловатая башня старых субмарин, а плавно, органично, словно капля тяжелого жидкого металла, перетекала в основной цилиндрический корпус. Никаких торчащих шпигатов, лишних поручней, антенн или неровностей, которые могли бы создать паразитное гидродинамическое сопротивление в воде на сумасшедшей скорости в 40 узлов. Корпус лодки представлял собой единую, безупречно обтекаемую, идеальную капсулу. Это была абсолютная эстетика совершенного хищника, рожденного во мраке конструкторских бюро для одной единственной цели — неумолимо догнать и гарантированно уничтожить любую цель. Эта сверкающая титановая оболочка навсегда стала великим памятником непревзойденному мастерству советских металлургов и инженеров-сварщиков. Они не просто силой воли покорили самый строптивый и сложный металл на планете. Они заставили его безропотно служить своей смелой идее, создав потрясающую машину, способную играючи выдерживать такие колоссальные физические перегрузки, которые, без сомнения, мгновенно разорвали бы на мелкие куски любой другой подводный корабль во всей истории человечества. В истории мирового подводного кораблестроения существовал негласный стандарт численности экипажа, который казался незыблемым, как сами законы физики.
120, 150, иногда и более 200 человек. Таков был привычный состав команды атомной подводной лодки того времени. Это были сотни рук, необходимых для обслуживания гигантских парогенераторов, переключения вручную тяжелых механических вентилей, постоянного контроля за уровнем радиации, ведения навигационных расчетов и обслуживания бесчисленных систем жизнеобеспечения. Но проект 705 Лира с самого первого дня своего существования в чертежах Малахита должен был сломать эту традицию, став самой дерзкой попыткой человечества передать власть над машиной холодному разуму автоматики. Генеральный конструктор Анатолий Петров и его сподвижники поставили перед собой почти богохульную задачу — сократить экипаж до 31 человека. Причем это должны были быть не матросы, а исключительно офицеры, инженеры высшего класса. Представьте себе уровень этого технологического вызова. Как можно было доверить управление сложнейшей атомной субмариной, способной на 40 узлов хода, всего 3 десяткам людей, когда даже современные аналоги того времени требовали в 4 раза больше персонала? Ответ крылся в революционной системе комплексной автоматизации, получившей кодовое название «Аккорд». Это была не просто система управления, это был мозг корабля, способный принимать решения быстрее, чем человек успевал осознать ситуацию. Аккорд должен был в реальном времени собирать данные с тысяч датчиков, анализировать состояние реактора, контролировать крен, дифферент, скорость, температуру теплоносителя и параметры глубоководного погружения. Фактически конструкторы создавали первую в мире полноценную цифровую среду обитания для военного корабля. В кабинетах управления Лиры больше не было нужды в вахтенных матросах, которые стояли бы у каждого манометра или записывали бы показания в бумажные журналы. На смену им пришли светящиеся экраны, минималистичные пульты и строгая логика машинного кода. Для того, чтобы 30 человек могли эффективно управлять такой мощной боевой единицей, инженерам пришлось полностью переосмыслить всю эргономику внутреннего пространства. Жизнь на Лире была лишена привычной для подводного флота романтики тесных кубриков и бесконечных коридоров. Это была стерильная, почти лабораторная среда, где каждый квадратный сантиметр был подчинен эффективности. Офицеры превратились из механиков в операторов высокотехнологичного комплекса. Их работа напоминала деятельность пилотов космических станций или операторов стратегических ядерных командных пунктов. Они не крутили вентили, они нажимали кнопки, вводя команды в систему «Аккорд», которая сама исполняла их с хирургической точностью. Это была попытка создать симбиоз биологического разума и кремниевых алгоритмов, где человек оставался высшим звеном принятия решений, а машина брала на себя всю тяжелую рутину управления, требующую молниеносной реакции. Однако переход к такой радикальной автоматизации столкнулся с колоссальным сопротивлением консервативной системы военного флота. Адмиралы старой закалки, привыкшие полагаться на живую силу и матросский опыт, с большим недоверием относились к машине, которая обещала сделать почти все сама. Они опасались, что в критической ситуации, при боевом повреждении или отказе электроники, экипаж в 30 человек просто не справится с пожаром или борьбой за живучесть, где требуются сотни рук. Но конструкторы Малахита были непреклонны. Они понимали, что высокая скорость Лиры делает невозможным использование традиционных инертных методов управления. Корабль, летящий на 40 узлах, требует автоматической системы стабилизации и автоматизированного управления всеми процессами, иначе человеческий фактор неизбежно приведет к катастрофе. Лира была построена на философии того, что алгоритм не устает, не паникует и не ошибается от недосыпа, в отличие от человека. Впрочем, этот технологический прыжок в будущее имел и свою темную сторону, которую экипажам пришлось прочувствовать на собственном опыте. Надежность электроники того времени была далека от идеала. Тысячи реле, транзисторов и логических модулей системы «Аккорд» постоянно требовали внимания и настройки. Офицеры Лиры проводили огромное количество времени не за отдыхом, а за бесконечным анализом телеметрии и исправлением мелких сбоев, которые могли стать фатальными в условиях глубоководного похода. Экипаж превратился в элиту, от которой требовались знания на уровне программистов и инженеров-ядерщиков одновременно. Их подготовка была несравнимо сложнее, чем подготовка экипажей на обычных лодках. Это была настоящая интеллектуальная элита флота. Люди, которые жили в постоянном симбиозе с вычислительной машиной.
Несмотря на все сложности, проект 705 доказал, что глубокая автоматизация — это единственный путь развития для высокоскоростных подводных истребителей будущего. Когда Лира выходила в океан, она представляла собой не просто лодку, а автономный боевой алгоритм, способный самостоятельно обнаруживать цели, рассчитывать траекторию атаки и принимать решения в режиме реального времени. Это было пугающее, невероятно эффективное оружие, которое опережало свое время на десятилетия. Натовские разведки долгое время не могли понять, как один единственный корабль может выполнять задачи целого тактического соединения. Они списывали это на секретные технологии, на магию или на неизвестные науке принципы, даже не догадываясь, что ключом к успеху стала фундаментальная смена концепции управления, воплощенная в маленькой группе из 30 офицеров, управляющих сложнейшим творением рук человеческих. История Лиры — это история о том, как человеческий гений попытался покорить хаос морской глубины с помощью чистого расчета. Экипаж в 30 человек совершил невозможное, доказав, что будущее флота лежит не в количестве людей, а в качестве управления и способности передать рутинные операции алгоритмам. Это был смелый эксперимент, который показал нам, что человек может управлять мощью атома, не прибегая к грубой физической силе, а используя точность цифрового разума. Конечно, проект Лира не был лишен недостатков, и многие из них были связаны именно с тем, что технологии того времени еще не были готовы к такой степени автоматизации. Но именно эти смельчаки, офицеры-операторы, проложили путь к современным высокоавтоматизированным подводным комплексам, которыми сегодня гордится мировой флот. Их опыт, их ошибки и их триумфы стали тем фундаментом, на котором построены современные концепции подводной войны. Автоматика Лиры опередила свою эпоху на 30 лет. Подпишитесь на канал, чтобы понимать, как СССР совершил этот технологический прыжок. 42 секунды. Ровно столько Лире нужно было, чтобы развернуться под водой на 180 градусов. Тяжелая, титановая, с ядерным реактором в брюхе, и разворачивается быстрее, чем ты успеваешь досчитать до 50. На разгон до полного хода около минуты. С места, из тишины, и вот она уже идет 41 узел. Для подводной лодки того времени это не быстро, это другая физика. Первые выходы в Баренцево море начались в 71-м с головной К-64. И вот тут офицеры-операторы, о которых я говорил в прошлой главе, впервые почувствовали, что именно они построили. На испытаниях лодка слушалась рулей так, как не слушалась ни одна советская субмарина до нее. Небольшой корпус, огромная мощность на валу, автоматика «Аккорд», которая держала дифферент сама, все это давало ощущение, которое подводники до Лиры просто не знали. Экипажи потом рассказывали, что на резком маневре людей буквально прижимало к переборкам. Не всех, не всегда, но при перекладке рулей на полном ходу крен уходил такой, что незакрепленное имущество ехало по палубе. На флоте про это ходила поговорка, что Лиру пилотируют, а не ведут. Формулировка красивая, но, честно говоря, я к ней отношусь осторожно. Это скорее из мемуаров, чем из вахтенных журналов. Хотя ощущение, которое за ней стоит, судя по всему, было настоящим. А теперь про то, ради чего эту машину и строили. Скорость на Лире была не спортивным рекордом, это был инструмент выживания. По документам, которые я находил, лодка первой в истории могла уходить от многих противолодочных торпед НАТО того времени, просто за счет хода. Не за счет ловушек, не за счет глубины, а грубой кинетикой. Услышал шум винтов торпеды позади, дал полный, и через минуту ты уже идет быстрее, чем твой преследователь. Не от любой торпеды, конечно. Тяжелые скоростные американские образцы Лиру догоняли. Но целый класс противолодочных торпед, тех, что рассчитаны на охоту за обычными атомными субмаринами со скоростью 25-30 узлов, против нее оказался бесполезен. Она просто уходила. И это меняло сам сценарий подводного боя. До Лиры подводная лодка, обнаруженная противником, была фактически обречена. Если тебя услышали и по тебе выпустили торпеду, ты можешь маневрировать, ставить помехи, молиться, но убежать ты не можешь. Лира первой сказала «могу». Разворот на 180 за 42 секунды, минута до полного хода, и ты уже не жертва, ты снова хищник. Меняешься с преследователем ролями буквально за минуту с небольшим. Дальше начинается то, о чем в открытых источниках говорят неохотно, а на форумах ветеранов флота спорят до сих пор.
Была ли у Лиры на предельной скорости прицельная стрельба? Могла ли она вести акустический поиск на 40 узлах? По здравому смыслу вряд ли. На такой скорости собственные гидродинамические шумы должны глушить все, что слышит гидроакустика. Есть версия, что тактика строилась иначе. Разгон, рывок в район цели, сброс хода до малошумного, работа акустики, атака. То есть скорость использовалась не в момент выстрела, а до него. Но я тут не уверен на 100%, у меня в источниках расходятся. Если среди вас есть те, кто служил на 705-м или знает от отца-подводника, напишите в комментариях, как это было на самом деле. Мне правда интересно. Поставьте лайк, если дослушали до сюда. Так это видео увидят еще люди, которым эта история важна. Еще одна деталь, которая меня в этой истории зацепила. Главный конструктор проекта Михаил Георгиевич Русанов, когда Лира впервые вышла в море и показала расчетные 41 узел, по воспоминаниям коллег держался очень сдержанно. Ни торжества, ни речей. Человек, который 7 лет провел в лагерях, потом много лет работал в артели по пошиву пуговиц в Малой Вишере, потом все-таки вернулся в бюро и построил самую быструю боевую подводную лодку страны, не позволил себе ни одной громкой фразы. Это к вопросу, какие люди делали эту машину. Но за 41 узел под водой всегда приходится чем-то платить. И вот тут Лира начала показывать вторую сторону своего характера. На полном ходу титановый корпус, обтянутый резиновым звукопоглощающим покрытием, шумел так, что слышно ее было издалека. Тихой на скорости она не была. Совсем. По оценкам, которые появились позже, Лиру на 40 узлах натовская гидроакустика ловила спокойно, просто догнать не могла. Получалось странное. Лодка, невидимая для магнитных детекторов, и при этом, стоило ей дать ход, слышная гидрофоном. Хищник, который громко ревет, когда бежит. И вот эту акустическую сигнатуру американские подводные станции слежения начали ловить в Северной Атлантике с середины 70-х. Никто на той стороне сначала не понимал, что это. Слишком быстро для подводной лодки, слишком маневренно для торпеды, слишком странно вообще для всего, что они знали. В центре обработки данных системы SOSUS, где-то на восточном побережье Соединенных Штатов, оператор смотрит на распечатку и не понимает, что он видит. Контакт в Северной Атлантике идет под водой 40 узлов. По всем таблицам, которые лежат у него на столе, такой скорости у советских подводных лодок нет. И быть не может. SOSUS — это не радар и не подводный сонар в привычном смысле. Это сеть донных гидрофонов, растянутая по дну Атлантики и Тихого океана еще с конца 50-х. Кабели, микрофоны, береговые станции обработки. Система слушает океан круглые сутки. Каждый советский атомоход, выходящий из Мурманска или Западной Лицы, оставляет в этих микрофонах свой звуковой почерк. У американцев на каждый проект была своя папка с записями. Они знали, как звучит «Виктор», знали «Янки», знали старые дизельные. А тут в записях появляется что-то, чему в их картотеке места нет. Быстрое, маневренное, с непонятной сигнатурой турбин. Проходит участок сети и исчезает. Появляется в другом квадрате и снова уходит из зоны слышимости раньше, чем аналитики успевают привязать контакт к маршруту. Меня в этой истории зацепило вот что. Мы привыкли к киношной картинке. Оператор в наушниках слышит пинг и кричит «Контакт!». В реальности с SOSUS сработали иначе. Данные из гидрофонов записывались, обрабатывались, анализировались уже потом, часто задним числом. Разведчик не видел разворот за секунды. Он через несколько часов, а иногда и суток, читал распечатку спектрограммы и пытался понять, что за зверь прошел через его сектор. Именно поэтому первые встречи с Лирой — это не драма в наушниках, это тихая паника в аналитическом отделе, когда цифры на бумаге не сходятся ни с одной известной моделью. Дальше начинается то, что я бы назвал рождением мифа. Про Лиру на Западе постепенно стало известно. Не все, но кое-что. Что у Советов есть скоростной перехватчик. Что корпус, судя по акустике и по косвенным признакам, из чего-то необычного, возможно, из титана. Что экипаж малый. И вот на эту тонкую базу реальных фактов начал наматываться слой за слоем разговоров. В американской военной прессе конца 70-х и начала 80-х пошли статьи, в которых альфа, так Лиру назвали по натовской классификации, превращалась постепенно в идеального морского хищника.
Ей приписывали глубину погружения под километр, скорость под 50 узлов, способность выходить в атаку из мертвых зон, куда обычная гидроакустика не достает. Часть этого была преувеличением, часть — прямой дезинформацией, которую в Пентагоне запускали сознательно, чтобы выбить у Конгресса деньги на новые торпеды и на программу «Морской волк». И это, если честно, интересный поворот. Реальная советская лодка становилась удобным пугалом для американского оборонного бюджета. Чем страшнее Альфа в газетах, тем легче Пентагону защищать многомиллиардные расходы на противолодочные программы. Меня в этом всегда удивляла одна деталь. Тот самый противник, которого Советский Союз десятилетиями пытался напугать, местами сам с удовольствием подкручивал ручку громкости. Обеим сторонам это было выгодно. Подпишитесь, если хотите видеть такие истории целиком, а не по обрывкам. Мы разбираем именно то, о чем в шумных фильмах молчат. Отдельная линия — торпеды. Когда в НАТО поняли, что Альфа может уходить от целого класса их противолодочного оружия за счет хода, они рванули догонять. Американцы срочно запустили программу торпеды Марк-48, а точнее ее продвинутой версии AD-CAP с увеличенной скоростью и глубиной. Британцы дорабатывали свою Spearfish. Одна советская лодка, которых в итоге построили 7 штук, заставила крупнейшие западные флоты пересмотреть весь арсенал противолодочных средств. 7 корпусов против программ, стоивших сотни миллионов долларов. Это редкий случай, когда цифры реально впечатляют, потому что они честные. А теперь то, что мне до сих пор в источниках не очень понятно. По ряду западных публикаций проходит история, что в определенный момент американские подводники получили негласное указание: если рядом появляется Альфа, уходить и не пытаться играть в дуэль. Слишком быстро, слишком маневренно, слишком дорого потерять Лос-Анджелес на такой встрече. Насколько это официально существовало как приказ, я не уверен. У меня в источниках расходится. Часть авторов ссылается на воспоминания командиров субмарин, часть считает это красивой легендой уже постсоветского времени. Если кто из вас читал документированное подтверждение, напишите в комментариях, я реально хочу разобраться. Но даже если это легенда, она сама по себе показатель. Легенды на пустом месте не растут. К концу 70-х на Западе лира превратилась в то, что можно назвать техническим мифом холодной войны. Не в смысле выдумки, а в смысле образа, который живет отдельно от реальной лодки. Реальная лира стояла у пирса в Западной Лице. Ее реактор нужно было каждую секунду поддерживать в горячем состоянии, экипаж боролся с бесконечными сбоями аккорда. А мифическая Альфа в это время бесшумно скользила в американских военных отчетах, растворялась в сонарах и держала в напряжении Атлантику. И вот здесь возникает вопрос, на который я пока не буду отвечать. Если советская лодка так пугала противника, если она заставила НАТО тратить огромные деньги на новое противолодочное оружие, если ее так уважали за океаном, почему же дома, в собственных базах, лира превращалась в постоянную головную боль? Почему ту машину, перед которой отступали американские капитаны, свои собственные экипажи иногда боялись не меньше? Лодку, которую боялся весь Североатлантический альянс, в Западной Лице иногда не могли просто поставить к пирсу. Не хватало пара. Звучит абсурдно. Атомная подводная лодка, самая быстрая в мире, гроза американских противолодочников, и стоит, ждет, пока береговая котельная выйдет на режим и подаст на нее горячий пар. Но именно так это и выглядело на практике. И именно с этого начался медленный, тихий крах проекта 705. Не в бою, не в океане, а у собственного пирса. И я в 6 главе оставил вопрос: почему лодка, которую уважали за океаном, дома превращалась в проблему? Ответ короткий и обидный. Ее реактор нельзя было выключить. Помните, во 2 главе я рассказывал про свинцово-висмутовый сплав в первом контуре и температуру плавления 125 градусов? Так вот, вся эта физика, которая на бумаге давала лире ее невероятную мощность, на берегу превращалась в кошмар. Реактор нужно было держать горячим всегда, нежелательно. Не по возможности. Всегда. Каждую секунду, пока лодка существует как боевая единица. В море это решалось само собой. Работал реактор, работали турбины, тепло было. Проблема начиналась, когда лодка возвращалась в базу. У пирса цепную реакцию глушили до минимума, и теплоноситель нужно было греть извне.
Для этого с берега на лодку подавался перегретый пар по толстым шлангам через специальные разъемы. Стационарно, круглосуточно, без права на паузу. Если пар пропадал хотя бы на несколько часов, а зимой на Кольском полуострове мог пропасть, экипаж начинал считать минуты до застывания свинца в трубах. Меня в этой истории зацепило вот что. Мы привыкли думать, что советская военная машина, по крайней мере с точки зрения обеспечения, работала как часы. Реальность оказалась суровее. Для 7 самых совершенных подводных лодок страны нужна была уникальная береговая инфраструктура с постоянным паром высокой температуры, с резервными котельными, с дублированными системами подачи. И этой инфраструктуры, судя по воспоминаниям служивших там офицеров, катастрофически не хватало. Западная Лица — это база на Кольском полуострове, километрах в 60 от норвежской границы. Скалы, ветер, полярная ночь по несколько месяцев. Именно туда лиры были привязаны фактически намертво. Не потому, что оттуда удобнее выходить в Атлантику, хотя и это тоже, а потому что больше их принять было негде. Ни один другой северный порт не имел паровой инфраструктуры под их реакторы. Владивосток отпадал сразу, Полярный тоже. Оставалась одна база, один пирс, один комплекс береговых котельных, от работы которого зависела судьба каждой лодки. Дальше начинается то, о чем в открытых источниках говорят неохотно. В базе, по воспоминаниям служивших там, случались отказы паровой магистрали. Иногда из-за банальных вещей: изношенное оборудование, перебои с электричеством, зимние аварии на теплотрассах. И каждый такой отказ превращался в маленькую драму. Экипаж переводил реактор обратно на минимально контролируемую мощность, чтобы он грел сам себя. Это работало, но сжигало ресурс активной зоны. Каждый час у пирса без пара — это часы, отнятые у боевой службы. Каждая зимняя авария на берегу — это выработка ядерного топлива, которое стоило стране безумных денег. Поставьте лайк, если дослушали до сюда. Такие детали в шумных документалках обычно теряются. И вот теперь головная лодка серии — К-64. С нее, по большому счету, все и началось. К-64 заложили в Ленинграде, на Новоадмиралтейском заводе в 68-м. Спустили на воду в 69-м, в такой секретности, что вокруг собралась толпа зевак. Люди понимали, что происходит что-то необычное, даже не зная, что именно. Флаг подняли в 71-м, и почти сразу, в декабре того же года, лодка перешла из Северодвинска в Западную Лицу для опытной эксплуатации. А дальше, в 72-м, произошло то, ради чего этот проект и получил свою мрачную репутацию. На К-64 случился отказ главной энергетической установки. По сохранившимся описаниям, тот самый сценарий, которого больше всего боялись конструкторы. Часть теплоносителя в первом контуре застыла. Свинцово-висмутовый сплав кристаллизовался прямо в трубопроводах, превратился в металлический монолит внутри системы, которую разработчики называли самой совершенной в мире. Восстановить реактор было невозможно. Расплавить обратно застывший свинец в тонких каналах активной зоны — задача, для которой в 72-м просто не существовало технологии. Головная лодка проекта, венец десятилетия работы сотен инженеров, стояла у пирса с мертвым сердцем. Дальше начались решения, которые в открытой печати долго не обсуждались. К-64 разрезали. Именно так, буквально. Корпус вскрыли, реакторный отсек отделили. Часть лодки потом использовалась для учебных целей, часть — на утилизацию. Флот получил урок ценой одного из самых дорогих кораблей в своей истории. И этот урок был жестким. Если береговая инфраструктура не тянет, гибнет не только миссия, гибнет сама лодка. Работы по остальным лирам после аварии К-64 в 73-м на какое-то время остановили. Разбирались, что произошло, стоит ли вообще продолжать серию. Продолжили, но осадок остался. И осадок этот был не только у моряков. Он был у чиновников Минсредмаша, которые считали, во сколько обходится содержание одной лиры. У командования флота, которое видело, как их гордость превращается в бесконечную статью расходов на пар, электричество и запасные части. У инженеров бюро, которые понимали, что построили машину, для которой страна не готова. И вот здесь возникает главная горькая ирония проекта 705. Лиру боялись за океаном. Дома ее боялись по-своему, не как оружие, а как чемодана без ручки, который дорого нести и жалко бросить. Она была слишком хороша для инфраструктуры, которая ее принимала.
Слишком передовой для ремонтных заводов, где ее приходилось обслуживать. Слишком дорогой в эксплуатации для военного бюджета, который в 80-е уже начинал трещать по швам. Инженеры «Малахита» совершили прыжок в будущее, а площадку для приземления никто не построил. К-123. 8 апреля 1982 года. В районе Медвежьего острова в Баренцевом море из первого контура реактора в отсек вытекает около 2 тонн жидкого металла. Прямо в работающую подводную лодку, на ходу. Свинцово-висмутовый сплав, тот самый, о котором мы говорили в главе про реактор, при температуре около 400 градусов, радиоактивный, с примесью полония. Он заливает реакторный отсек, застывает на конструкциях, оседает на переборках. Реактор глохнет, лодка теряет ход. И вот здесь начинается то, что в открытых источниках долго обходили стороной. Экипаж К-123 к этому моменту уже провел в море несколько суток боевой службы. Причина аварии, по материалам расследования, разгерметизация парогенератора. Один из тонких трубопроводов не выдержал, и жидкий металл под давлением пошел туда, где ему быть было нельзя. Отсек оказался заражен радиоактивным полонием. Восстановить его на месте было невозможно. Лодку с большим трудом привели в базу. Меня в этой истории поразила одна цифра. Ремонт К-123 занял около 9 лет. 9 лет, одна авария. Реакторный отсек полностью вырезали и заменили. Причем новый отсек взяли со строящейся в Ленинграде «Лиры». Недостроенную лодку в итоге разделали прямо на стапеле, чтобы отдать ее сердце уже плавающей сестре. Такая вот жестокая арифметика проекта. И вот здесь важно проговорить прямо, потому что вокруг «Лиры» до сих пор гуляет много мифов. О жертвах в этой аварии в открытых источниках сведения расходятся. Часть публикаций говорит, что экипаж эвакуировали, лодку буксировали, тяжелых лучевых поражений удалось избежать. Часть упоминает облучение отдельных подводников, которые находились ближе всех к реакторному отсеку. Точной картины у меня нет, и я не буду ее сочинять. Если среди вас есть те, кто знает подробности, напишите в комментариях. Такие вещи должны звучать от людей, а не от компилятора. А теперь то, о чем в популярных материалах любят говорить громко и часто. Лира как убийца экипажей. Так вот, это преувеличение. И я скажу прямо, потому что честнее назвать вещи своими именами, чем поддерживать красивую страшилку. За всю историю проекта 705 7 лодок, около 2 десятилетий эксплуатации. Задокументированных крупных аварий с реактором 2. К-64 в 72-м, о которой я рассказал в прошлой главе, и К-123 в 82-м. Это много для 7 корпусов. Но это не постоянная гибель людей, как иногда пишут. Это 2 тяжелые аварии на 2700 тонн полезного водоизмещения проблем. Правда о Лире страшнее любой страшилки. Она не в том, что лодка убивала. Она в том, что лодка обходилась настолько дорого в эксплуатации, что становилась экономически нежизнеспособной. Каждая тонна ее титанового корпуса требовала уникального ремонтного оборудования. Каждый час у пирса — пара с береговой котельной. Каждая мелкая неисправность в контуре реактора требовала специалистов, которых во всем Советском Союзе можно было пересчитать по пальцам. Свинцово-висмутовый теплоноситель для планового обслуживания приходилось сливать в специальные емкости, разогревать, очищать, возвращать обратно. Каждая такая процедура — недели работы. Подпишитесь, если хотите, чтобы такие истории, без мифов, но и без замалчивания, не исчезали. И вот тут я хочу назвать одного человека. Не для украшения, а потому что без него картина получится неполной. Академик Александр Ильич Лейпунский. Тот самый, о котором я коротко упомянул во 2 главе. Научный руководитель работ по реактору с жидкометаллическим теплоносителем. Он умер в 72-м, в тот самый год, когда встала К-64. 80 лет. До серийной эксплуатации своих реакторов он не дожил буквально нескольких лет. Не увидел ни триумфа Лиры в Северной Атлантике, ни ее мучений у пирсов Западной Лицы. И, возможно, к лучшему для него. Люди, которые знали Лейпунского, вспоминали, что он до последнего верил. Жидкометаллический реактор — это будущее подводного флота. Он оказался прав в главном и ошибся в одном. Время под этот реактор еще не наступило. А теперь то, о чем в открытой печати 80-х почти не писали.
По воспоминаниям служивших, аварии на лирах случались не только реакторные и не только крупные. Мелкие отказы автоматики «Аккорд», сбои в системах управления, проблемы с электроникой — это было почти нормой. Экипаж жил в режиме постоянной готовности к тому, что что-то откажет. Один из офицеров в поздних интервью вспоминал, что за поход они успевали устранить десятки мелких неисправностей. Это тоже часть правды об этом проекте. Не катастрофа, но постоянное напряжение, которое выматывало людей больше, чем реальная боевая служба. И вот здесь, если отступить и посмотреть на все это спокойно, начинает вырисовываться неудобный вопрос. Все это — застывание реактора, паровая зависимость, течь свинца в море, девятилетний ремонт, изношенный «Аккорд» — это ведь не случайности. Это не «нам не повезло с эксплуатацией». Это системные, встроенные в проект особенности, о которых конструкторы знали еще на этапе технического задания. Их обсуждали, спорили, взвешивали риски и все равно пошли вперед. Почему? Кто на самом деле принимал решение построить именно такую лодку, зная все, что мы теперь знаем? И были ли те, кто внутри системы говорил: «Остановитесь, это будет неподъемно»? 1990 год. Одним росчерком пера из боевого состава военно-морского флота Советского Союза вывели сразу 6 подводных лодок проекта 705. 6 из 7. Самых быстрых, самых маневренных, самых технологически совершенных подводных лодок страны. За 1 год. Уцелела только Каста-23, та самая, о которой я рассказывал в прошлой главе. Она в этот момент как раз стояла в глубоком ремонте после аварии 82-го. Ей заменили реакторный отсек, довели до ума, и она вернулась в строй в 92-м, уже под флагом другой страны. Проплавала еще 5 лет и была списана в 97-м. Последняя лира. Меня в этой истории поразила одна деталь. Лодки, из-за которых Североатлантический альянс перекраивал свои противолодочные программы, лодки, ради которых страна потратила миллиарды рублей и построила уникальные цеха с аргоновой атмосферой, они прослужили в среднем меньше 15 лет. Некоторые — всего год. Головная К-64, о которой я говорил в главе про инфраструктуру, из-за застывшего реактора фактически отработала около года боевой службы. Год. При том, что обычная советская атомная субмарина той эпохи ходила по 30 лет и больше. Почему так? Ответ, если честно, не один. Это несколько причин, наложившихся друг на друга в одну и ту же короткую эпоху. Начнем с самого очевидного. 89-91. Страна, которая заказывала лир, перестала существовать. Военная доктрина, под которую они создавались, доктрина глобального противостояния Соединенными Штатами в Атлантике, рухнула вместе с политической системой. Идея советского подводного истребителя, который перехватывает американские ракетоносцы у берегов Северной Америки, потеряла всякий смысл. Не потому, что она была плоха, а потому, что не стало того, кто ее заказывал. Военный бюджет Российской Федерации в 90-е — это отдельная тема, о которой у нас на канале обязательно будет свой разговор. Он рухнул в разы. Не на проценты, в разы. И в этих условиях содержать лиру было физически невозможно. Смотрите, что такое 1 лира с точки зрения расходов. Постоянно горячий реактор — это круглосуточная работа береговых котельных, тонны мазута, электричество, персонал. Уникальный титановый корпус — это ремонтные мощности с аргоновой средой, которых в стране было раз-два и обчелся. Специалисты по свинцово-висмутовому теплоносителю — это несколько десятков человек на весь Советский Союз, каждый со специальной подготовкой. Активная зона реактора — это дорогостоящий ядерный материал, который сгорал в разы быстрее, чем на обычных субмаринах, потому что реактор нельзя было заглушить. Все это в советские годы худо-бедно, но тянули. В 90-е тянуть перестали. И тут началась математика, от которой у любого командующего флотом опускались руки. 1 лира в год эксплуатации обходилась дороже, чем несколько обычных атомных подводных лодок. По разным оценкам, в 2, а то и в 3 раза. При этом ее боевая ценность в новой геополитической реальности была под большим вопросом. Против кого перехватывать американские ракетоносцы, если холодная война формально закончилась? И вот здесь возникает горькая ирония. Лодки лиры, с точки зрения технического ресурса, были еще молодые. По ветеранским воспоминаниям, у большинства корпусов оставалось много лет службы, активные зоны были не выработаны, механизмы свежие. Их выводили из состава флота не потому, что они износились. Их выводили потому, что не на что было их топить,
то есть подавать на них тепло с берега. Не на что было их обслуживать. Не на что было их даже спокойно стоять у пирса. Меня в этой истории всегда цепляет один эпизод. По воспоминаниям тех, кто в это время служил в Западной лице, а я нашел несколько интервью офицеров, конец 80-х и начало 90-х в базе выглядели тяжело. Не хватало элементарного. Задерживались поставки, ветшало оборудование, экипажи держались на честном слове и на профессионализме. А служили там, напомню, только офицеры, никаких срочников. И вот эти офицеры смотрели, как их машины, в которые страна вложила невероятные ресурсы, готовят к выводу из строя. Один из них потом говорил в интервью: «Жалеть было некогда, надо было работать». Формулировка сдержанная, за ней очень многое. Подпишитесь, если такие детали для вас важны. Мы стараемся рассказывать про технику, не забывая про людей, которые с ней жили. Дальше. Судьба конкретных корпусов. Это, наверное, самая тихая и самая обидная часть истории Лиры. К-64, головная, о которой мы говорили, фактически погибла в 72-м, официально списана в 78-м. Первая и самая короткая жизнь во всей серии. К-316, К-432, К-435, К-463, К-493 — все они вошли в состав флота между 78-м и 81-м, и все они были выведены из боевого состава в 90-м. 12 лет службы у самой старшей из них, у самых младших — меньше 10. К-123, как я уже сказал, ушла в 97-м. Ей повезло, если можно так сказать. Она пережила Советский Союз на 6 лет. И на ее мостике стоял человек, который потом много говорил и писал об этих лодках. Командир К-123 в поздних интервью не соглашался с теми, кто называл проект 705 неудачей. Для него это была лучшая подводная лодка, на которой он ходил. И его позиция, честно говоря, для меня важнее любых аналитических статей. Потому что это позиция человека, который знал эту машину изнутри, со всеми ее проблемами, авариями, отказами, и все равно говорил о ней как о самой сильной. А теперь то, что произошло с самими корпусами после списания. И тут начинается еще одна советская, а потом уже российская история, о которой в открытой печати долго молчали. Титановые корпуса Лир с их зараженными свинцово-висмутовыми теплоносителем-реакторами оказались очень тяжелой утилизационной задачей. Обычную атомную субмарину списать и разделать — процедура отработанная, а Лиру нет. Реакторы с застывшим или частично сохранившимся жидким металлом нужно было выводить из активной зоны по особой технологии. Радиоактивный полоний, о котором я говорил в главе про реактор, никуда не делся, он остался в конструкциях. Часть корпусов годами стояла у пирсов, ожидая своей очереди на разделку. По имеющимся сведениям, окончательно вопрос с их утилизацией решался уже в 2000-е при участии международных программ ядерной безопасности. Получилось так, что Лиры были одинаково сложны на всех этапах своей жизни. Сложно построить, сложно эксплуатировать, сложно ремонтировать. И оказывается, сложно даже правильно похоронить. Такова была плата за прыжок в будущее. И вот здесь, если честно, начинается разговор, который для нашего канала важен. Списание Лир в 90-м году — это не про то, что плохая власть разрушила хороший флот. Это еще в советское время назревало. Еще в 85-м в оборонном ведомстве шли обсуждения, что делать с этими корпусами дальше. Уже тогда было понятно, специализированная береговая инфраструктура строится медленно, дорого, и на всех Лир ее не хватает. Уже тогда обсуждались варианты, что часть лодок, возможно, придется выводить из первой линии. Развал Союза просто ускорил решение, которое без него, скорее всего, было бы принято. Не так резко, растянуто на годы, но было бы. Это, наверное, самый горький вывод про проект 705. Даже если бы Советский Союз никуда не исчез, Лиры все равно бы не прослужили 30 лет, как обычные субмарины. Их жизнь была заранее короче. Не из-за металла корпуса, из-за экономики их содержания. И тут я задаю себе вопрос, который, наверное, задают себе многие ветераны того флота. Если убрать все аварии, всю паровую зависимость, всю нехватку инфраструктуры, если представить, что Лира родилась не в 70-е, а сейчас, с современной автоматикой, современными материалами, современными береговыми базами, стала бы она реальностью?
Или все-таки ее концепция подводного истребителя-перехватчика была порождением конкретной эпохи и вместе с этой эпохой умерла? Я сам склоняюсь к тому, что Лира была ответом на конкретный вызов конкретного времени. Ответом гениальным. Но именно потому, привязанным к тому времени намертво, как некоторые самолеты, которые невозможно повторить в другой инженерной культуре, или как некоторые люди, которые могли возникнуть только в одну определенную эпоху. Но у этого вопроса есть и другая сторона. Что из Лиры осталось в тех подводных лодках, которые пришли ей на смену? Что советские инженеры унесли с собой из проекта 705 следующие поколения атомных субмарин? И почему опыт лодки, которую списали в 90-м, до сих пор влияет на то, что строится в Северодвинске сегодня? Ясень. Атомная подводная лодка четвертого поколения. Самое современное, что есть сегодня у российского флота. Внутри нее прямая, документально прослеживаемая генетика Лиры. Автоматика управления, компоновка центрального поста, принципы малой численности экипажа — все это пришло оттуда, с той самой лодки, которую списали в 90-м как экономически неподъемную. Меня в этой истории цепляет один парадокс. Проект 705 по всем формальным критериям — неудача. Короткий срок службы, дорогая эксплуатация, 2 крупные аварии на 7 корпусов. И при этом ни один советский подводный проект, наверное, не оказал такого влияния на все, что строилось после него. Лира проиграла как боевая единица, но выиграла как школа. Пойдем по порядку, потому что здесь важно не смешать реальное наследие с легендами. Начнем с автоматики. Система «Аккорд», о которой я рассказывал в 4 главе, та, которая позволила 30 офицерам управлять целой атомной субмариной, стала прямым прародителем всех последующих советских и российских комплексов автоматизации на подводном флоте. Не в том смысле, что ее чертежи взяли и перенесли, а в том смысле, что она доказала главное — концепция работает. Малый экипаж плюс глубокая автоматизация плюс централизованное управление с одного поста — это не фантастика, это будущее. До Лиры в это верили не все. После Лиры уже все. На подводных лодках проекта 971, знаменитые «Щуки-Б», которые в НАТО называли «Акула», экипаж сократили значительно по сравнению с предыдущими поколениями. На Ясени степень автоматизации еще выше. Часть операций, для которых на лодках второго поколения нужны были отдельные вахтенные, теперь выполняются автоматически. Это прямое продолжение той философии, которую в конце 60-х заложили в Лиру Русанов и его команда. Титан — второе большое наследие. Лира была не единственной титановой лодкой. До нее был проект 661 «Анчар», та самая золотая рыбка с рекордом скорости, о которой я упоминал. Но именно на Лире технология титанового кораблестроения была отработана в серии. 7 корпусов — это уже не эксперимент, это производственный процесс. Аргоновые цеха на Севмаше, специалисты-сварщики, методики контроля швов, металлургия сплавов ЦНИИ. Прометей под руководством Игоря Горынина — все это к концу 70-х стало отработанной промышленной культурой. Дальше эта культура пошла в проект 945 «Барракуды» и «Кондоры», тоже с титановыми корпусами. Меньше Лиры по скорости, но гораздо надежнее в эксплуатации, потому что их делали, уже понимая цену ошибок 705-го проекта. По сути, «Барракуды» — это попытка взять титан Лиры, ее опыт глубоководных операций, ее отработанные технологии, и убрать все то, что делало Лиру невыносимой в эксплуатации. Убрать жидкометаллический реактор, вернуть привычный водоводяной, увеличить водоизмещение до разумного. Получить лодку, которая тоже уходит на 400 метров и не боится магнитных детекторов, но при этом ее можно спокойно ставить к любому пирсу. Меня в этой преемственности зацепило то, что она никогда открыто не декларировалась. В официальных биографиях проектов 945 и 971 вы не найдете фразы «мы взяли лучшее у 705-го». Но конструкторы, которые эти лодки проектировали, это во многом те же самые люди из бюро «Малахит», ту же школу, тот же опыт, просто с поправкой на все, что Лира им показала. Есть еще одна линия наследия, о которой говорят реже — тактическая. Идея подводного истребителя-перехватчика, небольшой, быстрой, специализированной лодки, задача которой — конкретная охота на конкретную цель, в чистом виде на флоте не прижилась. Но сам подход, при котором подводная лодка перестает быть универсальным носителем всего
и превращается в специализированный инструмент под конкретную задачу, это уже про сегодняшний день. Современные многоцелевые подлодки строят как платформы, но с расчетом на очень разные сценарии применения. И в этом смысле Лира тоже сказала свое слово. Подпишитесь, если такие связки между эпохами вам интересны. У нас на канале много историй, в которых прошлое неожиданно оказывается очень близко к сегодняшнему дню. Теперь то, о чем говорить сложнее. Про жидкометаллический реактор. Свинцово-висмутовый реактор, из-за которого Лира стала Лирой, то самое сердце, о котором мы говорили во второй главе, в подводном флоте после проекта 705 больше не применялся. Ни разу. Ни в одной последующей серии. Все атомные субмарины, которые строил Советский Союз и потом Россия, шли на классическом водоводяном реакторе. Урок оказался слишком дорогим, чтобы его повторять. Но интересно другое. Идея жидкометаллических реакторов не умерла. Она ушла в атомную энергетику наземную. Проект Брест — это реактор 4-го поколения на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем, который сейчас строят в Северске. Технологические решения, которые начинали отрабатывать на Лире полвека назад, сегодня возвращаются в гражданскую атомную энергетику. Не буквально, конструкции разные, задачи разные, но принципиально та же школа теплофизики жидкого металла, тех же институтов, тех же научных линий, которые заложил в 70-е Лейпунский. Получается странная вещь. Реактор, из-за которого Лира страдала всю свою короткую жизнь, оказался прав как идея. Просто под водой в ограниченном объеме с обязательным круглосуточным подогревом. Он не работал. А в наземной атомной станции, где можно строить полноценную инфраструктуру, где нет ограничений по массе и габаритам, он получает второй шанс, полвека спустя. Это, наверное, самое честное определение места Лиры в истории. Она была правильной идеей в неправильных условиях. Гениальным ответом на вызов, для которого страна не была готова. Прыжок сделали, инфраструктуру не достроили, корпуса списали, но опыт остался. И вот здесь, если приподняться над техническими деталями, начинает вырисовываться нечто большее, чем просто история одной подводной лодки. Лира показала на своем примере одну очень важную вещь про сам характер советского инженерного мышления, про готовность идти на риск, про способность собрать в одном проекте титан, жидкий металл, глубокую автоматизацию и малый экипаж. И сделать все это разом, а не по очереди. Ни один западный флот на такое не пошел, и до сих пор не пошел. Американские субмарины технологически совершенны, но они консервативны. Британские тем более. Лира осталась в истории мирового подводного кораблестроения как единственный случай, когда одна страна одновременно рискнула сразу всеми параметрами. Проиграла ли она? В прямом смысле да, заплатила больше, чем получила. Но, как я уже говорил, инженерные проигрыши иногда оказываются важнее многих побед, потому что они дают опыт, который потом становится фундаментом для всех остальных. И на этом фундаменте сегодня строятся лодки, которые уже точно не будут короткоживущими и капризными. Но остается один вопрос. Тот, на который у меня самого нет однозначного ответа. И, скорее всего, никогда не будет. Что мы, если честно, потеряли, когда списали Лир? Не как корпуса. С корпусами все понятно, они были обречены. А что мы потеряли как страна вместе с ними? С этой смелостью, с этой готовностью прыгать в пустоту, с этой инженерной культурой, которая не боялась говорить: а давайте попробуем то, чего никто еще не делал. Одна цифра, которая до сих пор не дает мне покоя. За все 20 с небольшим лет службы проекта 705, за 7 корпусов, за десятки боевых выходов в Северную Атлантику ни одна Лира ни разу не выпустила боевую торпеду по реальному противнику. Ни разу. Самая быстрая, самая совершенная подводная лодка холодной войны за всю свою жизнь не потопила никого. Она гонялась, преследовала, уходила, разворачивалась за 42 секунды, пугала натовских акустиков, заставляла Пентагон переписывать программы противолодочного вооружения. И все это не сделав ни одного боевого выстрела. Полвека спустя это выглядит почти философски. Оружие, которое выиграло свою войну, ни разу не выстрелив. Хотя, если честно, это и есть настоящая работа стратегического оружия. Оно нужно не для того, чтобы его применили. Оно нужно для того, чтобы его боялись применить.
И Лира с этой задачей справилась лучше, чем кто-либо мог ожидать в 60-е, когда Петров и Русанов рисовали первые эскизы в закрытых кабинетах Ленинградского бюро. Я долго думал, чем закончить эту историю. Красивых слов про наследие мы уже сказали в прошлой главе. Про инфраструктурный тупик в 7-й, про людей в 8-й и 9-й. Что осталось? Осталась одна деталь. Небольшая, почти незаметная, но именно она у меня все время всплывает, когда я думаю про Лиру. Западная Лица. База на Кольском полуострове. Пирс, у которого стояли эти лодки, когда их не было в море. Так вот, к этому пирсу подходит паровая магистраль. Береговая котельная качает пар в лодку. Тот самый пар, который держит свинцово-висмутовый теплоноситель жидким, не дает ему застыть. Магистраль работает круглосуточно, годами. Каждую секунду, пока Лира стоит на своем месте. И когда в 90-м Лиры одну за другой выводили из боевого состава, эту магистраль отключали. Тихо, буднично, без церемоний. Кто-то из береговой службы перекрыл вентиль, и все. Пар перестал идти. Металл в первом контуре начал остывать, начал застывать. Превращался в тот самый холодный монолит, которого конструкторы 20 лет боялись больше всего на свете. То, от чего экипажи тряслись каждую полярную ночь, теперь происходило спокойно, планово, по инструкции. Потому что лодка больше не нужна. Это, наверное, и есть настоящий финал Лиры. Не торжественный вывод из состава флота, не прощальный гудок, не флаг, спущенный в последний раз, а тихий вентиль на пирсе Западной Лицы, который однажды перекрыли, и вся эта невероятная физика жидкого металла остановилась сама собой. Внутри титанового корпуса. Никем не увиденное. Знаете, что во всем этом самое горькое? Я не уверен, что перекрывший вентиль моряк вообще понимал масштаб того, что он делает. Смена, приказ, документы — обычная работа. А внутри лодки в этот момент заканчивалась целая эпоха советской инженерной смелости. Такая эпоха, повторить которую мы, наверное, уже не сможем. Не потому, что не сумеем, а потому, что не решимся. Вот об этом мне и хотелось бы вас спросить. Многие из вас застали тот флот живым. Многие служили, сами или через отцов, братьев, соседей. Многие помнят Западную Лицу, Гремиху, Полярный, не по документалкам, а вживую. Может, кто-то из вас в 70-е или 80-е видел Лиру своими глазами, уходящую от пирса, возвращающуюся с моря, стоящую в доке. Может, у кого-то в семье говорили о ней, что-то, чего нет в открытых источниках, что-то, что помнят только те, кто был рядом. Напишите в комментариях, что вы знаете про эти лодки, от отцов, от знакомых, от сослуживцев. Как о них говорили в базах, в бригадах, в кораблестроительных бюро. Какой была служба на 705-м изнутри, не по мемуарам, а по живым разговорам, которые до сих пор помните. Мне это важно. И людям, которые смотрят этот канал, тоже важно, потому что таких историй, если их не записать, через 10 лет уже не будет. И последнее. Подпишитесь, если хотите, чтобы такие имена — Русанов, Петров, Лейпунский, Горынин, безымянные командиры Лир и их экипажи — не исчезали. Мы не занимаемся ностальгией по советской эпохе. Мы занимаемся памятью о конкретных людях, которые в этой эпохе делали вещи, которых до них не делал никто. Разницу между этими двумя вещами вы, я думаю, чувствуете лучше меня. Проект 705 Лира — это история о том, как страна на короткое время позволила своим инженерам не бояться. Позволила им проектировать без оглядки на нормы, без страха ошибиться, без запаса на посредственность. Из этого разрешения родилась самая невероятная подводная лодка 20 века. И этого же разрешения хватило ровно на одно поколение. Дальше пошли обычные лодки. Надежные, разумные, серийные, хорошие. Просто уже без того безумного огня. А вентиль на пирсе Западной Лицы, наверное, до сих пор где-то там. Может быть, ржавый, может быть, снятый. Может быть, до сих пор торчит на своем месте, никому не нужный. Маленький кусок железа, через который однажды в последний раз прошел пар. И внутри одной из самых удивительных машин, которые когда-либо создавал человек, тихо остановилось сердце.